Приветствую всех! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать профессиональный искатель проводки с внешним генератором MS6818. Он позволяет искать проводку на глубине полметра при двухполюсном подключении и до 2 метров при однополюсном подключении. Реальная глубина обнаружения зависит от материала, в котором находится проводка, и условий измерений. Это один из лучших искателей проводки за небольшие деньги. Лет 10 назад я искал профессиональный искатель проводки для работ на объектах. Самые дешевые искатели проводки того же класса, как и этот прибор, стоили от $350. Я посчитал, что эти искатели слишком дорогие и пользовался более дешевыми приборами, которые на порядок ниже по характеристикам. Сейчас такой профессиональный искатель можно купить по цене чуть больше $100. Ссылка на этот прибор есть в описании. Как купить прибор со скидкой, я расскажу в конце ролика. Также в течение ролика я расскажу о методах поиска проводки и как этим искателем обнаружить кабель максимально точно. Если вам нравится видео про электрику и измерительные приборы, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Особая благодарность за ваши лайки и репосты. Если вы будете искать детектор скрытой проводки в интернете, то найдете очень много всяких приборов. Большинство приборов будут достаточно дешевы, но чаще всего это детекторы фона переменного тока. И реально найти ими проводку проблематично. Примером может служить рассматриваемый недавно на канале этот прибор от FNIRSI. Ссылку на видео я оставил в описании. Место залегания проводки подобными приборами можно обнаружить в 50% случаев. Даже если мы возьмем профессиональный прибор Bosch этого типа, то результаты будут не лучше. Часто эти приборы находят проводку там, где ее нет в помине. Чуть лучшие результаты у такого недорогого искателя проводки, который имеет свой генератор, но глубина обнаружения у него довольно малая. И для его использования нужно обесточить проводку. Подобных проблем лишен данный искатель проводки. Какие возможности у прибора? Первое. Обнаружение кабелей, электрических линий, трубопроводов подачи воды и газа, расположенных в стене, полу и земле. Второе. Обнаружение обрывов и коротких замыканий в кабелях, электрических линиях, проложенных в стене и земле. Третье. Поиск розеток и распределительных коробок, случайно замазанных штукатуркой. Четвертое. Обнаружение обрывов и коротких замыканий в электрических теплых полах. Пятое. Обнаружение слаботочных цепей и неисправностей в них. Прибор приходит в такой упаковке. Упаковка была завернута в пупырку. Хоть упаковка и помялась, но прибор пришел полностью целый. Фактически, это комплект приборов, упакованный в такую сумочку, которую удобно носить на плече. Открываем сумочку. В ней расположены оба прибора, приемник и генератор. В комплект входят провода, посмотрим на них. Вот сам провод, который одним концом подключается к генератору. Второй конец провода подключается или к щупам, или к крокодилам, в зависимости от того, как вы будете подключаться к цепи. Если снять эту защиту, то щуп удобно подключать к розетке, где он хорошо держится. Тут есть место для запасных батареек. Батарейки нужно покупать самому, так как прибор приходит без них. В генераторе стоит батарейка типа кроны, а в приемнике стоят 6 пальчиковых батареек типа 3А. В комплект входит заземлитель для поиска проводки под землей,
Хорошее хромированное железо. Имеется защитный колпачок, чтоб штырь не проткнул сумку. Также в сумке есть петля, в которой удерживается заземлитель. Есть инструкция на английском языке. Так как этот прибор профессиональный, то изучение этой инструкции обязательно. Давайте рассмотрим сами приборы. Начнем с генератора. Он позволяет генерировать сигнал с частотой 125 кГц, промодулированный кодовым цифровым сигналом. Генератор при помощи проводов подключаем к объекту исследования, проводке или трубам. Приемником, который обладает высокой чувствительностью, обнаруживаем этот сигнал. При этом определяем или расположение объектов, или расположение неисправности в них. Включаем генератор этой клавишей. Он показывает температуру окружающего воздуха. Температура, при которой работает генератор и приемник, от минус 10 до плюс 50 градусов. Этой кнопкой включаем выбор кодировки сигнала. Можно выбрать один из 8 кодов. По умолчанию используется код F. На дисплее он отображается тут. Кнопками вверх-вниз мы можем выбрать другую кодировку сигнала. Нажимаем опять клавишу код. Кодировка запомнена. Зачем нужна эта кодировка? Объясню чуть позже. Этой кнопкой выбираем уровень сигнала. По умолчанию стоит минимальный уровень. Кнопками вверх-вниз мы можем изменять уровень выходного сигнала. Нажимаем опять эту кнопку и запоминаем уровень. Кнопкой старт запускаем генерацию. Расходящиеся круги показывают то, что генератор работает. Генератор имеет функцию самоконтроля. Эта шкала показывает уровень сигнала, который реально поступает в линию. Тут же отображается отправляемая кодировка. Давайте подключим генератор к розетке. Определяем, где нулевой провод, где фазный, с помощью индикаторной отвертки. Заземляющий провод подключаем к нулю, плюсовой провод подключаем в фазе. Провода рекомендую между собой скрутить. Так генератор будет излучать меньше лишних наводок, которые будут мешать поиску проводки. У нас отображается треугольник, показывающий, что линия под напряжением. Здесь указано напряжение сети, а здесь то, что ток переменный. Если он будет постоянный, то тут будет отображаться знак минус. Напряжение в сети не должно превышать 400 вольт. Диапазон измеряемых напряжений от 12 до 400 вольт. Если генератор подключен к сети под напряжением, то его невозможно выключить. Вот я выключаю, он перезапускается и опять остается включенный. Вначале вынимаем щупы из розетки и затем можем прибор выключить. Данный генератор работает с цепями и без напряжения. Он подает сигнал на обесточенные цепи, которые потом находит приемник. Прибор имеет фонарик, который можно включить этой кнопкой. Вот включается фонарик. Выключаем. Если вам мешает звуковой сигнал, то его можно выключить вот этой клавишей. Здесь отображается, что сигнал выключен. Генератор имеет удобную подставку. Можно так генератор поставить. Также есть место, куда можно продеть тесьму и повесить генератор в удобное место. А вот и сам приемник. Включаем прибор этой кнопкой. Изначально прибор включается в автоматический режим, где усиление он выбирает сам. Если прибор обнаруживает фон переменного тока, то показывает это треугольным знаком. Датчики прибора расположены тут. Обращаю внимание на неэффективность обнаружения проводки по фону переменного тока.
Этот значок горит там, где проводки нет в помине. Можно полностью переключиться на поиск по фону переменного тока, нажимая эту клавишу. Звуковой сигнал можно отключить, длительно удерживая эту клавишу. Этой же кнопкой можно включить подсветку дисплея. Как видите, прибор показывает фон переменного тока. Думаю, это он ловит фон монитора. Я думаю, этот режим поиска вам редко где пригодится. Более эффективен режим – это поиск проводки при помощи генератора. Выходим из этого режима. Подключаем генератор. В конце проводов генератора я замкнул. При большой длине линии их можно не замыкать. Ток с генератора будет протекать за счет емкости между проводами. Напомню, сигнал высокочастотный 125 кГц. Включаем генерацию, включаю приемник. Сейчас он работает в автоматическом режиме. Здесь он показывает уровень сигнала, излучаемый генератором. Здесь показывает кодировку сигнала, как видим F. А уровень приема сигнала он показывает тремя способами. Первое – это шкала. Чем она больше, тем выше сигнал, тем ближе к нам находится провод. Второе – это звуковой сигнал. Чем выше тон, тем ближе провод. Но лучше всего ориентироваться на эту цифру. Чем она выше, тем ближе провод. Я обычно в первую очередь ориентируюсь на нее. Чтобы более точно диагностировать нахождение провода, иногда приходится переводить прибор в ручной режим. Это можно сделать данной кнопкой. Кнопками вверх-вниз можем регулировать чувствительность. Чем больше кругов на этом индикаторе, тем выше чувствительность. Вот поднимаем, подобрали чувствительность. Вот поднимается. Относим, уменьшается сигнал. Подносим ближе к проводу. И прибор опять его чувствует. Если батарейки подсели, то это отобразится на этом месте. Причем приемник может отображать как разряд собственных батареек, так и разряд батареек генератора. Их стоит поменять. Если этого не сделать, то это уменьшит чувствительность прибора и может привести его к принудительному выключению. При установке батареек в прибор следите за правильной полярностью. Несоблюдение полярности может привести к выходу его из строя. При долгом хранении прибора я батарейки рекомендую вынуть. Если в течение 10 минут вы не будете нажимать на клавиши, то в нем сработает функция самоотключения, а в генераторе такой функции нет. Давайте рассмотрим примеры работы прибора при однополюсном подключении. При этом подключении глубина обнаружения может достигать 2 метров. На этом рисунке находим обрыв кабеля. Цепь обесточена. Генератор подключаем одной клеймой к заземлению, а второй к оборванному проводу. Остальные жилы в кабеле заземляем. Это сделано, чтобы наводки от сигнала генератора по целым жилам не проходили дальше по кабелю. В месте, где сигнал прерывается, есть обрыв жилы. Для повышения точности обнаружения второй конец перебитой жилы тоже рекомендуется заземлить. При нахождении обрывов следует учитывать, что переходное сопротивление в обрыве должно быть больше 100 кОм. На этом рисунке находим расположение проводов, коробок, замазанных штукатуркой розеток.
а также находим обрывы линии. Цепь обесточена. Один щуп генератора подключаем к заземлению, а второй к проводнику, который мы будем искать. Все остальные проводники заземляем. В качестве заземлителя можно использовать заземляющую клемму розетки. Я бы рекомендовал подключиться к заземленной арматуре в стенах, если это железобетонный дом. Ищем проводку по индикаторам и звуковому сигналу. На этом рисунке обнаружение обрывов с помощью двух передатчиков. Цепь должна быть обесточена. С двух сторон оборванного провода подключаем генераторы, модулированные разными цифровыми сигналами. Например, F и C. Остальные заземляем. В месте обрыва приемник будет менять показания кодировки с F на C. Это и будет точное место обрыва провода. Второй генератор не идет в комплекте, но чтобы не покупать полный второй комплект, вы можете написать продавцу и сказать, сколько дополнительных генераторов к основному комплекту вам нужно. Ссылку на производителя прибора я оставил в описании. На этом рисунке поиск обрыва в теплом полу с помощью одного генератора. Это делается аналогично с поиском обрыва в проводке. На этом рисунке поиск обрыва в теплом полу с помощью двух генераторов. Это делается аналогично с поиском обрыва в проводке. Следует учитывать, что если над теплым полом находится экранирующий мат, то его нужно отключить. На этом рисунке показан поиск зауженных мест в неметаллических водопроводах. В водопровод вводится гибкая металлическая спиральная трубка до упора. К ней подключается одна клемма генератора, вторая клемма к заземлению. С помощью приемника находим, докуда дошла металлическая трубка. Там и есть зауженное место. На этом рисунке обнаружение металлических труб в стене и полу. Эти трубы не должны быть заземлены. Один провод генератора подключаем к трубе, а второй к заземлению. Ищем трубы так же, как и проводку. На этом рисунке обнаружение подземного провода. Цепь должна быть обесточена. Заземлитель генератора бейте подальше от расположения провода для лучшего обнаружения. Подберите мощность генератора в зависимости от глубины залегания провода и состояния грунта. Вначале лучше искать провод в автоматическом режиме приемника. Потом, переключившись в ручной режим и регулируя чувствительность приемника, можно зафиксировать более точное расположение провода. Теперь посмотрим двухполюсное подключение прибора и его возможности. Глубина обнаружения может достигать 50 см. На этом рисунке показано обнаружение расположения проводки. Цепь может быть под напряжением и без него. Подключаем генератор к розетке цепи, которую хотим отследить. Если цепь под напряжением, то у нас на генераторе показывается значение этого напряжения, а также род тока, постоянный или переменный. Приемником по индикаторам и звуковому сигналу отслеживаем расположение проводки. На данном рисунке изображен поиск автомата, управляющего цепью. Подключите генератор к розетке, отключите все автоматы. В щите выберите автомат с помощью приемника, который будет показывать максимальный сигнал. Тут показано обнаружение коротких замыканий. Цепь должна быть обесточена. Подключите генератор к проводам, которые замкнуты. Корректно обнаруживается замыкание с сопротивлением менее 20 Ом. Для более точного выявления места замыкания провод после места замыкания следует заземлить. На данном рисунке показано обнаружение проводов, расположенных глубоко. Цепь должна быть обесточена. Генератор подключается к двум концам провода, расположенного в стенке.
При этом следует учитывать, что расстояние провода петли до стенки должно быть более 2 метров. Здесь же показано обнаружение одновременно нескольких цепей или распределение трехфазной цепи. Генераторы подключаются каждый к своей цепи или каждый к своей фазе. Каждый генератор модулирует свою цепь своим цифровым сигналом. В зависимости от того, какой цифровой сигнал покажет приемник, мы можем понять, к какой цепи или фазе данная проводка относится. Здесь же показано обнаружение проводки без генератора. Но этот метод неоднозначный. По принципу действия он похож на более дешевые приборы, которые ищут по фону переменного тока. Может, иногда вам этот режим и поможет, но надеяться на него не стоит. Поиск проводки с генератором более эффективен. Я разобрал основные методики работы с прибором. Эти методики можно комбинировать. Обзор получился достаточно большой, поэтому предлагаю практическую часть работы с прибором перенести в другой ролик. В комментариях к видео напишите, какую методику следует разобрать более подробно на практическом примере. Если комментариев будет много, я сделаю отдельное видео. При работе с данными приборами избегайте воздействия на них прямого солнечного света и высокой температуры. Диапазон рабочих температур приборов от минус 10 до плюс 50 градусов Цельсия и относительная влажность до 80%. Избегайте пыли, сильного магнитного излучения, высокой влажности и механических вибраций. При работе с проводкой под напряжением соблюдайте технику безопасности. Если у вас остались вопросы по работе искателя скрытой проводки, пишите в комментариях. Их можете задать производителю. Ссылка есть в описании. Для моих зрителей производитель проводит акцию. В описании вы найдете купон, по которому вы можете сэкономить $5. Акция длится ограниченное время, так что не затягивайте с покупкой. Поделитесь видео с теми, кому этот искатель может быть интересен. Поддержите это видео лайком и до встречи в новых и старых роликах.